Всем привет! Вы на канале Brown 2296. Мы продолжаем разбирать товар с опросного сайта «Мое мнение». Наконец-то пришел тот товар, так скажем, который шел по порядку. Вот. Этот товар называется контейнер для хранения колец. Шел он долго, поэтому пришлось его перепрыгивать, так скажем, и разбирать другой товар. Ну вот сегодня будем восстанавливать, так скажем, порядок, ход распаковок. Блин, тут с прошлых видео это от ручки тут осталось на этих перчаточках. В них удобно так разбирать. Ну ладно. Значит, давайте давайте сначала по основной информации пробежимся. Значит, ну этот товар для меня стоит 500 баллов на сайте с 40% скидкой. Вот. Так, с чего начнем? Да, наверное, со старинки мы начнем. Так, значит, товар из Китая, Гонконг. Так, номинальная стоимость, значит, надеюсь, будет здесь все видно. 0,2 доллара. 0,2 доллара. Ну, сейчас это примерно 19 рублей. То есть снова, да, как и в прошлом разборе, тоже цена небольшая. Но мы уже, так скажем, научены. То есть нам подали себе нормальный товар за такую стоимость. Вот. Поэтому будем смотреть. Так. Ну что? Ну давайте, раз мы по информации, значит, сначала начинаем, давайте тогда уж все остальное. Заказ я делал 26 июня 2023 года. И доставка, получается, шла 72 дня. 72 дня, ребят. Это долго. И я даже писал в службу поддержки, говорю, так и так. Говорю, там вообще товар-то идет, или все, можно уже баллы там возвращать, или что-то другое заказывать. Вот, ну, как бы мне сказали, что такое бывает, как они обычно говорят. Вот. И, в принципе, сказали, ну, еще 2 недельки посмотреть, если придет, значит, хорошо, не придет, значит, давайте будем разбираться. Ну, вот, как раз-таки в этот период я и получил в приложении на почте России, что вот товар пришел, все, приходите забирать. Ну ладно, значит, так, ну опять, ну тут, что тут? А можно, наверное, вот так, что ли? Наверное, да. Сейчас. Тут даже на клей посадили, что ли? Что, резать придется? Да, наверное, придется резать. На клей посадили. Так. Ну, упаковали, конечно, хорошо. Ничего тут не скажешь. Так. Никаких записок нету. Пусто. Тут все пусто. Так. Выглядит как мыло какое-то. Запах, не знаю, запах новый. Какой-то синтетики. Так, а как она открывается? О, вот. Так вот она открывается. Ну, что я могу сказать по первому виду? Ну,
Вот мне даже интересно, я перчатку сниму, потрогать, что за материал. Мгм, мгм. Ну, вот этот пластик, понятно, тоже очередной дешевый. А вот это я не знаю, что здесь. Такой на ощупь, сложно сказать. Но это не пластик, но тоже что-то не могу понять вообще, что за этот. Ну, окантовка сделана не очень хорошо. То есть видно, да, вот здесь вот какая-то фигня. Ну, как-то небрежно сделано. И здесь то же самое. Тут то же самое. Вот. Ага. Ну, определенно точно, этот товар, который не стоит брать на сайте за 500 баллов. Ну, это не стоит того. Может быть, он стоит там свои, сколько там, мы посмотрели, 0,02 доллара, 19 рублей почти. Да, он стоит на свои эти деньги. Но вы потеряете самое важное – время. Время на выполнение, на прохождение опросов и получение 500 баллов. Это ну, несопоставимо. Несопоставимо такое, если вы соберетесь брать. Ну, лучше уже за эти 19 рублей купить. Вот, и не тратить на это баллы. Ну, то есть, вот он так, оп, закрылся. То есть, оп, открылся. То есть, тут... Ну, вы, думаю, видите все сами. Ну, грубо говоря, даже вот это по этой крышке, если смотреть, даже видно, что неровный круг сделан. Ну, то есть, понятно, что делали на отшибись. Вот. Но по внешнему виду, конечно, фигня полная. Так, ну что, там у нас, значит, осталось описание сайта. Давайте его читать. Оригинальный мини-контейнер поможет хранить или транспортировать мелкие ювелирные украшения или таблетки. Диаметр 4 сантиметра. Ну, таблетки. Ну, под таблетки-то пойдет, и под ювелирные, может, тоже какие-то украшения, те же самые кольца, да. Но настолько, вот мне кажется, это бесполезный товар, что, ну, я даже не знаю, что тут говорить особо много. Я не знаю, что сюда можно положить. Грубо говоря, даже какое-то кольцо одно, наверное, положишь, и оно уже будет, ну, уже будет много места, уже туда, ну, ничего не положишь такого. Ну, не знаю. Ну, то есть, я думаю, здесь все видно. То есть, ну, небрежно сделанная работа определенно. Ну, а что вы хотели за такую стоимость? 19 рублей там? Да, ну, ой, ну, это того не стоит. То есть, я вот показываю вам, вы видите все сами. Ну, вот. Ну, и вот сама коробка. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, что на это баллы тратить не нужно. Определенно. Ну да, здесь вот есть паз. Вот такая тытырочка это торчит. И вот здесь. То есть, они вот так вот хоба, по идее, типа ложатся хорошо. Значит, единственное полезное, что в этом товаре есть,
Это вот этот зиплок, потому что он мне может пригодиться. Вот. Ну, а это я не знаю, кому такое предлагать. Нужно ли будет кому-то такое? Ну, если не будет никому не нужно, значит, это пойдет на розыгрыш. Вот. Потому что, ну, я не знаю. Так, на память, может быть, и подойдет кому-то, но не больше. Но не больше. Вы увидели все сами. Значит, ну, не знаю, сделано на 19 рублей или нет. Мы видели товары за такую стоимость, да, за 0,2, там 0,25. Намного лучше, вот, чем это. Поэтому, не знаю, как-то на память тоже не стоит. Ну, не такая тут велика память. Ничего здесь такого особенного нету. Абсолютно. Вот. И ничего красивого я тоже здесь не вижу. Ну, не знаю, может быть, кому-то и зайдет, но не знаю. Да, и что я забыл сказать, этот товар на сайте уже давно был. То есть я помню, что я помню? Помню еще, наверное, года два, ну три точно он назад был. Вот, насчет 4 не помню точно, правда. Вот, но года три, я думаю, точно есть. Поэтому в этом, как его, на сайте. Там я видел разных цветов, там был и розовый, и желтый, и зеленый, по-моему, еще. Вот. Поэтому тоже тут цвета могут быть разные прийти. Но опять же, сколько у них там в наличии есть и каких цветов тоже, вот, надо иметь в виду. А так, ну, просто проходняк, конечно, я так скажу. Вот. Ничего здесь такого нет. 500 баллов однозначно это не стоит. И на это время тратить и баллы точно не нужно. Вот. Возможно, значит, этот товар пойдет на розыгрыш, не знаю, посмотрим. Вот. Если я ему какое-то применение не найду, вот, то, значит, мы этот товар разыграем. Вот. Что? Что еще скажем? Еще я скажу, конечно, что сейчас разыгрывается товар Каподастр. Вот. В Ютубе я, значит, указываю ссылку на это видео. Вот. Переходите, выполняйте условия, получайте товар от меня. Кто смотрит на Дзене, видео так и называется. Каподастр. Так, ну что, вот и наступил тот долгожданный момент. Значит, этот товар будет разыгрываться. Вот. Поэтому сейчас мне нужно будет придумать какие-то условия для того, чтобы вот кто-то выполнил их, и я ему отправлю Почтой России вот этот товар. Вот. Ну, в прошлый раз, как я делал, там, по-моему, что мы там, каподастр-то как раз-таки, вот. Я там, кажется, типа, ставил условие написать, какая ваша мечта. Давайте, наверное, вот будет вот такое условие. То есть нужно будет написать в комментариях к этому ролику, что на Дзене, что здесь на Ютубе. Вот, значит, ответ на следующий вопрос. Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Вот. То есть ответ совершенно свободный, может быть и короткий, может быть и, ну, в общем, любой. В общем, любой. Вот. Самое главное, нужно написать это в комментарии. Вот. Далее, значит, я, так скажем, не так скажем, прямо скажу, что, значит, ну, кто оставит, там, если один, значит, один будет, если несколько, значит, будет как-то выбираться. Ну, вот опять же вопрос, как выбираться. Знаете, можно, конечно, придумать какой-нибудь рандомный этот, как они там, сервисы, которые, ну, выбирают там победителей, да. Вот, но,
Не знаю, может быть, придумать свой какой-то. Например, какую-нибудь штуку такую сделать крутящуюся. Написать там, допустим, ник, да, ник один, ник второй. Просто мне сейчас позволяет, скажем так, аудитория, которая смотрит, и делать именно так. Там, грубо говоря, даже там 20-30 участников, даже если будет, то, в принципе, их можно будет вот так вот там всех повыписывать, вот так, да, в круг так вот сделать, какую-нибудь штуку крутящуюся. Вот. На кого стрелочка попала, на того попал. Тот и победил, да? Ну, так скажем, вот действительно в реальном времени получится самое, что ни на есть, ну, розыгрыш случайный, да, то есть без всяких там сервиса и там вычислительных машин и прочее. Вот. Поэтому, значит, условия я сказал, какие нужно сделать, совсем простые, да. Вот. Еще важный момент. Значит, кто может принимать участие в розыгрыше? Значит, это участники могут быть из России, Беларуси и Казахстана. Украина, к сожалению, вне заявки. В очередной раз. Надеюсь, что хоть, ну когда-то, значит, надеюсь, что как можно скорее, значит, почтовая корреспонденция с Украиной установится. Вот, поэтому только 3 участника. Значит, это, еще раз повторюсь, Россия, Казахстан и Беларусь. Отправляю, значит, почту России. Вот. Ничего платить с вашей стороны не нужно. Это будет все за меня, вся оплата за перевозку. Вот. Поэтому принимайте участие. Каподастер тоже вас ждет, уже заждался. Уже больше года, наверное, точно он там разыгрывается. Никто даже не может написать комментарий. Ну, вообще. Комментарий написать, это даже ничего такого, да, казалось бы, нет. Ну, вот, значит, так нужен этот товар. Надеюсь, что этот товар, возможно, он уйдет побыстрее, конечно, по качеству здесь вы все сами видели. Вот, и, ну, вообще, короче, не знаю, Каподастр, причем Каподастр вообще я там увидел, что цену за него подняли на сайте. Вообще дурдом. За что там поднимать, тоже непонятно. Все, все на этом. Всем до встречи, всем пока.